В данном видео расскажу про дистрибутив Ubuntu Studio. Данный дистрибутив основан на дистрибутиве Ubuntu и позиционирует себя как дистрибутив для создания контента. И, соответственно, поставляется с предустановленными программами для работы с аудио, видео, графическим дизайном и фотографией. Устанавливается так же, как и большинство других дистрибутивов. После установки встречает рабочий стол KDE, который предлагает установить последнее обновление. Установлю обновление. Также здесь можно поставить и другие приложения, расширения для приложений и расширения для Plasma. После обновления перезагружу систему. Соответственно, в версии 22.04 используется KDE Plasma версии 5.24 и версии ядра 6.5.0. Используется Low Latency версии ядра, то есть ядро с низкой задержкой, что позволит эффективно работать с аудио. Доступны темные и светлые варианты тем, но я заметил то, что некоторые программы заточены больше под темную тему. И при использовании светлой темы некоторые элементы, например, иконки, могут отображаться не совсем корректно. Ubuntu Studio, как и Ubuntu, доступна в версиях 22.04 с длительной поддержкой и в версии 23.10. Также была доступна версия 23.04, но ее поддержка закончилась 25 января. У дистрибутива следующие системные требования. Это как минимум процессор Intel Core 2 Duo или аналогичный, минимум 4 ГБ оперативной памяти и минимум 32 ГБ свободного пространства. Но и основной особенностью данного дистрибутива является то, что в нем предустановлены программы для работы с аудио, графикой, видео и фотографиями. Система потребляет 1 и 2 ГБ оперативной памяти. Ну и соответственно рассмотрим, какие программы предустановлены. В меню все разбито на разделы. Начну с программ для работы с видео. Первое — это OBS Studio, предназначен для видеостриминга и видеозаписи. Данное видео я записываю при помощи этой программы. Для примера запишу небольшое видео. И открою его в следующей программе под названием KDE Enlive, которая предназначена для видеомонтажа. Данной программой я до этого не пользовался, а пользовался Shotcut и DaVinci Resolve. Так как DaVinci Resolve Linux не поддерживает стандартно записанные OBS MP4 файлы, то пришлось настроить OBS. О том, как настроить OBS, я могу записать отдельное видео, поэтому пишите в комментариях, если это вам нужно. Соответственно, KDE Enlive предоставляет
Стандартные возможности видеоредактора. Например, добавлю эффект старого кино. Экспортирую полученное видео. Также каждый шаг отображается в уведомлениях. Также предустановлен видеоконвертер. Например, можно преобразовать видео в различные форматы. Например, преобразую его в формат MOV. И как можно увидеть, все преобразовалось. Также предустановлена консольная утилита FFmpeg, который позволяет производить множество операций с видео. Также есть редактор субтитров. Следующая программа — это Blender, предназначена для работы с 3D-контентом. На вкладке «Интернет» такие программы, как KDE Connect для синхронизации с мобильным устройством, ERC клиент, веб-браузер и почтовый клиент. Также предустановлен LibreOffice и прочие служебные программы. Программы для работы с графикой: Blender, Krita — это что-то похожее на Photoshop. Также предназначен для работы с растровыми изображениями. Inkscape — векторные графические редакторы, похожие на Illustrator и CorelDRAW. GIMP также для работы с изображениями, похожий на Photoshop, но во многом отстающий от него. И PicoPixel — приложение для рисования
и редактирование пиксельных рисунков. Приложение для работы с фотографиями. Первое приложение — это Digicam. Программа для управления фотографиями, позволяющая, например, добавить ключевые слова, даты, геолокацию, в целом предназначена для просмотра, организации, обработки и распространения фотографий. Darktable. Позволяет обрабатывать и улучшать изображение. Приложение для работы с аудио. Для работы с аудио используется джек, что позволяет снизить задержку до минимума. Для управления есть специальная контрольная панель. Также предустановлен QJack CTL. Ardour — это DAW, то есть аудиорабочая станция, предназначен для записи, микширования и мастеринга. Carla — программа, которая позволяет использовать аудиоплагины, которые обычно используются в DAW, как если бы это была реальная аппаратура. Также аудиоредактор Audacity, Q-Tractor, DAW предназначен для работы с MIDI, Гидроген, драм-машина и секвенсер. Yoshimi — программный синтезатор. Ракарак и Guitar X — симуляторы гитарных усилителей.
также Pure Data для аудиопрограммирования и другие программы для работы с аудио. Подведя итоги, можно сказать следующее. Ubuntu Studio — это специфический дистрибутив, предназначенный для тех, кто работает с аудио, графикой, фотографиями или видео. Лично для меня данный дистрибутив не подходит, так как у меня уже есть мой дистрибутив с установленными необходимыми для меня программами, некоторые из которых даже нет в данном дистрибутиве. И вообще данный дистрибутив скорее предназначен для людей, которые хотят заняться аудио, графикой, фотографией или видео, но не хотят использовать Windows. Других сценариев использования данного дистрибутива я не вижу. Напишите ваше мнение в комментариях, как вам данный дистрибутив и для кого он предназначен. На этом обзор данного дистрибутива завершен. До встречи в следующих видео.